Итак, доброй ночи всем. Как и обещала, у нас первый эфир был про Луну, но отвлеклись в сторону, и я решила, что тот эфир нужно оставить в своей теме и объяснить здесь, в новом эфире, про роль Луны в магии. Потому что я так устала объяснять и говорить людям, что Луна в основном влияет на работу практиков, что в основном практики рассчитывают на лунный цикл, лунное время и прочее, прочее, чтобы или улучшить, или ускорить, или нет свою работу, усилить, ускорить и так далее. И что человек, которому нужна помощь, защита прямо сейчас, не будет ждать целый месяц, пока Луна изменится, или будет таким образом заходить, или будет полнолуние и так далее. Потому что деньги нужны нам всем всегда, защита нам нужна всегда, удача нам нужна всегда, и лунные циклы ждать нет просто времени, просто-напросто. Однако я вам все-таки объясню, что такое Луна в магии, для чего она нужна, для чего нужнее всего практикующему человеку больше, чем обычному человеку, чтобы этот вопрос раз и навсегда просто отпал и закончился. Потому что мне реально просто я устаю объяснять одно и то же по 500 раз. Давайте в одну кучу соберу все это, вот, все знания о Луне, и вам объясню. Во-первых, начнем с того, что Луну называют королева ночи, ночное божество. Многие народы поклонялись Луне, считал я ее верховным божеством. Многие давали ей имена. Например, у армян есть богиня Лусин, и имя есть Люсин. Детям дают имя, девочкам, Лусин, Люсине. Ой. У грузин есть богиня Луны, языческая богиня Тваре, Луна. Греки сначала поклонялись Луне Селене, а потом соединили воедино, назвав ее Артемидой. И вот два божества сошлись воедино. У многих народностей есть Луна как божество. Арабы поклонялись лунной богине и изображали серп Луны как символ своей веры. В начальной стадии ислама, еще в начальные первые века ислама, было запрещено рисовать вот этот серп Луны как символ ислама, потому что оно напоминало о язычестве. Века прошли, люди забыли этих языческих богов, по крайней мере, многие из них забылись, и уже серп Луны не рассматривался как языческое божество, а стало символом ислама, полумесяц и звезда. На самом деле это напоминание о поклонении некогда лунному божеству. Дорогие друзья, во многих культурах, во многих направлениях магии боги изображаются с лунным серпом на голове, который в итоге потом было переделано в рога. Вот этот лунный серп, который прилеплен к Диане, к Артемиде, к Гекате, в итоге начали изображать как рога, понимаете, лунный серп. Вот Луна перед вами. Это кельтская традиция. Богиня Геката, трехликая. Тривия называется. Трехликая богиня. Богиня природы или древнее божество, или матерь богиня изображается с 3 лунными циклами.
возраст женщины, ее духовный возраст, ее биологический возраст тремя лунами изображается. Луна растущая – это молодость, это юность, это еще красивое тело, свежесть, да. Круглая луна – это материнство беременной женщины, когда она еще полна жизни, полна сексуальности, полна страсти, красоты. Вот ее самый красивый период. Самый красивый период, многие считают, что у женщины самый красивый период – это вот юность, это вот практически детский возраст, 15-16 там, лет и так далее. На самом деле самый красивый возраст женщины – это ближе к 30, после 30 до 40. Это самый сок женщины, самая красота. Она тогда только понимает, скажем так, сексуальное удовольствие, потому что ее тело готово, ее тело полностью раскрыто, она полностью раскрывает, ее красота именно в этот момент существует. Почему многие знаменитости более всего популярность набирают как раз вот в этом возрасте, от 30 до 40 лет? Если женщина чего-то добилась в своей жизни, она добивается до 35, до 40 лет, а потом вот чего она добилась, это продолжает дальше всю свою жизнь, понимаете? Но если до 35, до 40 лет она... если еще раз какая-нибудь падла мне будет здесь мешать, я буду выкидывать черный список без разговоров. Если женщина чего-то добилась, она добивается до 35, до 40 лет. А потом это начинает продолжать. Вот она достигла самого пика. Все дальше идет по этому пути, по этой дороге. Она продолжает уже это все. Если она не добилась до этого времени, если она была зависима от мужа, любовника, отца и так далее, все, дальше она ничего не добьется. Вот этот возраст полнолуния, круглой луны, это то есть пик женской силы. Вот набралась она силы и до 40 лет добилась чего-то. Можно и потом добиться, но это очень сложно. Постарайтесь добиться чего-либо до 40 лет. Если вам дали до этого возраста, все. Дальше это большой толчок, вы дальше продолжите. Вспомните, люди более взрослые, да, более зрелого поколения. Все, что вы в жизни добились и продолжили это было до 35-40 лет. Потом начинается, значит, убыльная луна. Это зрелость, это старость, это мудрость. Это 3 возраста женщины. Все, что человек делает, все, что фундамент ставит в своем, вот скажем так, ставит фундамент своей юности, потом дальше идет 30-35 лет, уже самый пик активности человека, до 40 лет узнают все, вот если человек чего-то добивается, достигает, все, до 40 лет она идет, после 40 она продолжает это, и дальше пошло. Теперь, какое имеет отношение Луна к магии? Первое, что я хочу вам сказать, что лун было много за историю человечества. Лун было 5-6 по разным источникам. Луна была не одна. Это не единственный спутник Земли. Но со временем они отдалились. Мы с одной орбиты ушли в другую орбиту. Они отдалились, ушли эти луны. И вот та луна, которая сопровождает человечество, ему всего лишь 5-6 тысяч лет. По разным подсчетам. Это молодой спутник нашей планеты. Это маленькая планета. Некоторые предполагают, что это было запущено людьми, создано. Не скажу, что она была создана, но когда-то это было место жизни. Там когда-то была жизнь. Сейчас осталась там жизнь очень примитивная.
вследствие взрыва, вследствие того, что люди точно так же, наверное, там нагадили все. Оно просто закрыло вот эту жизнь, уничтожило, и Луна стала непригодной для жизни. Хочу вам еще сказать кое-что, дорогие друзья. Мы не единственная планета, на которой есть жизнь, на которой есть человечество. Если вы доверяете той информации, которую я вам даю, у вас нет причин сомневаться в этой информации, потому что все, что я говорила, сбывалось. Мы не единственная планета в этой галактике, в этой огромной галактике, где есть жизнь. Причем цивилизации самые передовые, сильнее, чем мы с вами. Я хочу вам сказать, что на некоторых планетах, и это не планеты Солнечной системы, Солнечной системы планеты, они не населены. Там никто не живет. В этой галактике не только 9, скажем так, да-да-да, не только 9 планет на самом деле. 9 планет Солнечной системы, где вертится наша планета. А сколько солнечных систем? А сколько солнечных систем существует в галактике? А сколько солнц существует на самом деле? Солнце что такое? Просто звезда, которая ближе всего к нам, и она нас греет. Да, на вопрос, существуют ли инородные люди, люди с других мест, других галактик среди нас, да, существуют как шпионы, как посланцы, но их очень мало. Это не президенты, министры, как пытаются нам представить, вот эти президенты, пришельцы, нет. Они тихо и мирно приходят, узнают, что им нужно, и уходят. Как они появляются, как уходят. Я хочу вам сказать, что никто ни на чем не летает, дорогие друзья. Есть воронки временные, о которых мы не знаем. Но более передовые цивилизации уже поняли, что можно через эти воронки проникать в другие места и возвращаться. Но если я об этом буду говорить, это будет звучать как фантастика. Лет через 20-25 вы узнаете больше. Сейчас я не буду об этом распространяться, потому что смысла нет. А все эти летающие тарелки, которые вы видите, на самом деле создание рук человеческих, на самом деле это ФСБ, ФБР, это все тайные вещи, которые в некоторых полигонах содержатся и испытываются. Это никакие не земные цивилизации. Все эти инопланетяне, которых якобы нашли, которых якобы исследуют там какие-то профессора, это всего лишь для отвлечения масс. Это смешно. Это куклы, это фальшь. И все люди, которые видели всякие летающие тарелки и прочее, они столкнулись всего лишь с определенными, как вам сказать, наработками, которые созданы спецслужбами мира. Не более того, там нет никаких других, скажем так, цивилизаций, там нет инопланетян. Это все чушь собачья. Они правда видели, я сама видела в детстве. Мы видели 2 луны. И одна из них повернулась, покружилась и исчезла в небосклоне. Она исчезла, и мы это видели. Но хочу вам сказать, что там, где я живу, дорогие друзья, внутри этой горы огромная военная база. Это мой дед сказал, потому что он работал в этой сфере, там шахты были, они знали это. Он нам по секрету сказал, что сейчас его нет в живых, иначе бы его посадили за распространение тайной информации. Я говорю, там военная база. Каждый раз, когда улетали оттуда самолеты, у нас был жуткий грохот. Но старшее поколение относилось к этому спокойно. Они говорили, да самолеты эти летают, самолеты с военной базы. Вроде тайная база, а все знали уже об этом. У нас спящий вулкан, и под этим спящим вулканом просто сделали эту огромную базу. Так что не все, что вам показывают и говорят, что это инопланетяне, так оно и есть. Понимаете?
Потому что дело в том, что, дорогие друзья, это маневр отвлечь вас всех, понимаете, чтобы люди не знали, что это такое, что это за виды оружия, за какие-то странные летающие объекты. Поэтому и распространяют такой слух, таких каких-то шизиков ставят, деньги дают. Вот меня похитили инопланетяне и так далее. Как можно больше создают вот этой таинственности, чтобы люди думали, что это какой-то ну, какой-то там невероятной какие-то цивилизации, какие-то летающие тарелки. На самом деле это совершенно иное. Сейчас мы не об этом говорим, о Луне. У Луны на самом деле, если кто не знает, значит, если кто не знает про Луну, у Луны нету своего света, сверкания. Луна сверкает за счет света, которое берет у Солнца, энергия. Луна обладает огромной энергией, дорогие друзья. Когда Луна близка к Земле, можете ожидать цунами, землетрясение, можете ожидать волны в океане, можете ожидать тайфуны, можете ожидать жуткие сильные ветра. Понимаете? Потому что именно Луна создает вот эти все волнения на морях и океанах. Именно с помощью Луны, то есть благодаря Луне и его притягательности поднимаются волны, поднимаются океанские волны, поднимаются эти огромные гигантские цунами и тайфуны. Это Луна создает в морях вот это вот движение воды. Не знали? Да. Когда Луна находится в разных измерениях к Земле, на самом деле Луна не уменьшается и не прибавляется, но когда находится она в разных измерениях к Луны, разве я заблокировала романы? Я не вижу такого. Нет. Нет, такого быть не может. Сейчас посмотрю. А вот это ты заблокировала. Смотри, гостиная ведьминой избы. Удалила сообщение. Это ты сделала, девушка. Все, разблокировала я. Ты, наверное, не туда нажала. Тут внизу какой-то Павел гулял. Все, открыла. Да, да, да. Это нечаянно, Роман. Это нечаянно нажали, не туда. Бывает, это не страшно. Так вот, когда Луна находится в разных измерениях от Земли, мы видим его половину света, мы видим его полный свет, круглый свет, мы видим в разных ракурсах Луну. И поэтому получается, что как бы Луна растет, понимаете, новолуние, полнолуние, вот она растет до полнолуния. Так кажется, на самом деле она просто находится далеко и приближается к Земле. Чем больше приближается, тем больше она растет. А потом она начинает обратно идти подальше от Земли. Она отходит от Земли и снова уменьшается. И поэтому мы говорим, Луна вот растет, Луна уменьшается. Почему я говорю, что в моих ритуалах Луна никак не играет роли? По той причине, что Луна на самом деле и не растет, и не поднимается, и не уменьшается. Она какая есть, такая и остается. Просто она отходит от Земли, теряет свою силу, меньше становится, приближается снова. Да, Луна издалека напоминает лицо человека с глазами. Иногда там заяц вырисовывается. В детстве мы говорили, что на Луне заяц живет. Огромный заяц, потому что если хорошо посмотреть на Луну, то вырисовываются вот это черты зайца. Сейчас я даже поищу в интернете вот Луна. И посмотрим с вами вот этого зайца. Черты лица. Где он? Ну, во-первых, вот оно, лицо.
Видите? Вот если ее приблизить, можно увидеть просто грустное лицо. Именно поэтому древние поэты воспевали Луну и прочее, прочее. А это заяц бегущий. Вот видите, ушки. Вот он, заяц. Просто заяц в бегу. Вот если подальше посмотреть, еще четче видно этого зайца. Вот. Точно, бегун заяц. Еще раз сейчас глянем на этого зайца и все, и продолжим с вами. Ладно, не будем сейчас отвлекаться на зайцев всяких. Итак, дорогие друзья, Луна, чем она, скажем так, интересна? Почему ее часто упоминают в магии? Вот смотрите, 9-й день Луны, 19-й день Луны, 29-й день Луны. Считается, что в это время рождаются очень сильные личности, что в это время рождаются личности, мирового значения, личности, которым дана какая-то некая сила. И они эту силу могут использовать в политике, в культуре, в литературе, где угодно. Я родилась 29-й лунный день, когда на Кавказе была жуткая буря и просто обрывала с корнями деревья и переворачивала. Я родилась в этот страшный, жуткий день, жуткую ночь, где-то 2:30 ночи, где-то так я родилась. Когда была буря. Обычно такие дни, такие бури, и вообще, да, дитя бури, Райдер Хаггард. Такие бури называют ночи Гекаты. Между прочим, там она очень почитаемая богиня. Еще о ней знали тогда, когда только люди начали узнавать. Знаете, что самое смешное, что вот здесь кто-нибудь узнал Лилит, начали себя называть Лилит, узнали, что была такая богиня, есть такая богиня, демоница Лилит, боже мой, все начали себя называть Лилит, Геката и так далее. Самое смешное, что у нас это в культуре и вообще в литературе и в нашем быту, в этносе это нормальная вещь. Не надо переживать, Яна, мы тоже имеем право на ошибку. Это всего лишь недоразумение, не доглядела. Так вот, дорогие друзья, когда люди первый раз, узнав слово Лилит, бегут себя так называть, у нас это в культуре обычное имя. Мою сестру зовут Лилит. И как-то мы в ужас не приходим от того, что, боже мой, демоница Лилит, как же так? У армян вообще это распространенное имя, Лилит. И нормально как-то, знаете, спокойно к этому относимся. Потому что мы выросли и живем в этой культуре. Так вот, это ночь Гекаты. 29-й лунный, 29-я лунная ночь. Райдер Хаггард. Это же английский писатель. Здравствуйте, Марк. Сейчас до полной луны доберемся. Она не просто энергия бьет, это очень тяжело переживают люди, у которых сильная, скажем так, чувствительность, и которые больше работают интеллектом, интеллектуальный труд. Это английский писатель, он написал копии царя Соломона, если, скорее всего, ты читала или смотрела фильм «Копии царя Соломона», 100% ты смотрела. «Дочь Монтесумы», что еще? «Дитя бури», «Клеопатра», «Македа». Это все им написано. Да, меня часто сравнивали с Отоми, дочь Монтесумы.
говорили, что похожа я на нее и такая же верная, как Отоми, которая пошла за мужем на жертвенный алтарь. Только жаль, что эту Отоми особо не ценили с ее жертвами, но все же говорили, что я на нее похожа. Да, вот такие дела. Да. О чем мы? Да, про Луну. Отвлеклись слегка. Дорогие друзья, лунный календарь очень важен, когда сажают деревья, э, когда сажают, ну, это хороший позывной, между прочим. Когда сажают деревья, когда сажают ростки. Вы знаете, что лунная фаза очень сильно на это влияет. Смотря какое время, что посадить. Есть растения, которые любят вот таким образом, такое время. Хочу сказать, что, например, в русской культуре, да, в этнологии говорят, вот там на Николая Угодника надо сажать, значит, помидоры, тогда будет хороший урожай. На какого-то там святого Илью надо сажать огурцы, а на самом деле это не угодник и не Илья это делают, это лунный цикл, просто оно совпадает с этим временем. То ли луна круглая, то ли убыльная, то ли уже 15-й лунный день или еще какой-нибудь. И совпадает с этим праздником, с этим днем, понимаете? И если люди сажают в это время, у них хороший урожай. Травы собираются на лунный цикл. Ну, например, для очищения и чистки и так далее собираются травы, когда луна убыльная. То есть она всей своей энергией не влияет на эти травы, не усиливает травы такими, знаете, положительными ингредиентами, и травы в это время злые. Есть такое понятие, да, святой огурец, есть такое понятие злые травы, когда в траве собрана самая вот горечь и злоба, и в это время собирается трава для чистки. То есть вся эта горечь, злоба собирает в себя все, что у человека есть, и выходит. И вот в это лунное время, во время, когда луна еще только растет или убыльная, то есть маленькая, да, она далека, она не имеет такую силу, трава, значит, собирается для чистки. Когда луна круглая, трава собирается для исцеления, потому что полная луна дает всю свою энергию, силу, понимаете, вот такую добрую, положительную энергию туда отдает в эти травы. И тогда трава собирается для исцеления. И собранная вот в этот лунный цикл трава обязательно поможет в исцелении, усилит человека, и он одолеет все свои болезни. Дальше. Начнем с новолуния. Вот это первый или второй день, в принципе, Луны, рождение Луны, вот начинается Луна, только приближается к Земле, это первый, второй день. Она слабая, слабоактивная, понимаете? Поэтому еще не имеет такую силу, и в это время пока еще так сильно невозможно повлиять на эмоции, и считается, что в это время делать ритуалы на удачу и на прочее сработает слабо, потому что если у человека силы нет, давайте я вам сразу вот по местам расставлю. Если у вас есть своя энергия сильная в этот момент, если вы энергетически сильны, то вообще по законам магии, да, лучше проводить чистки при убыльной луне, когда луна убывает, уменьшается. При круглой луне проводить очень важные ритуалы на здоровье, на деньги, на любовь. И при растущей луне проводить ритуалы тоже денежные, удачные и так далее. То есть луна влияет на это все? Влияет. Влияет, но
с одним условием. Если у тебя есть сила в этот момент, если ты энергетически сильна, ты можешь проводить ритуал на удачу даже на убыльную луну, и она сработает. Если не сильна, значит лучше соблюдать лунный цикл, зная, что какое время лучше получится. Вот есть у тебя энергия, сделай эти чистки, скажем, во время круглой луны, во время растущей луны, когда вроде бы не положено и так далее. У тебя сработает. Но если ты сделаешь чистку во время убыльной луны, она сработает еще больше. Понимаете? То есть лунный цикл вам помогает. Он просто усиливает вашу работу. Вот и все. Но она никак вам не мешает. Если у вас не хватает силы, вы проводите ритуал на удачу при убыльной луне, она сработает у вас процентов на 30. Но если у вас не хватает силы, вы проводите ритуал при растущей луне, она у вас работает на полный 100%. Почему? Потому что сила луны вам поможет. Вот и все. Вам, простым смертным, больше ничего о луне знать не надо, то есть делая ритуалы. Всего лишь объясняю, что если у вас не хватает своей энергии, своей силы, то следуйте лунным циклам. Лучше всего чистки делать, когда луна убывает, уменьшается. Значит, любовные делать, когда луна растет и круглая. Точно так же лучше делать на деньги, на удачу, когда луна круглая или только нарастающая, то есть растет. Вот и все. Тогда лунная сила вам будет помогать сильнее. Вот, например, человек сейчас сделал ритуал, да, вот у него помогло процентов на 30. А через недели-две он сделал, на все 100 сработало. И он думает, а как так получилось, что вот у меня тогда как-то меньше было, а сейчас лучше. Луна помогла. Если ты делал на удачу ритуал при убыльной луне, да, она у тебя сработала, но у тебя своей силы не было, ты была слаба, поэтому она у тебя сработала процентов на 30. А через 2 недели, когда луна начала расти, и ты провела ритуал на удачу, она у тебя сработала на 100%. Поэтому, дорогие друзья, вам не надо ждать нарастающей луны, чтобы делать ритуал на деньги. Если у вас в этот момент сильная энергетика, она у вас получится. Полностью получится во все 100%. Но если вы видите, что у вас энергия слабая, значит, делайте ритуалы тогда, когда луна начинает расти. Ждать-то особо долго не надо. Полмесяца растет, полмесяца убывает. Вот и все. Понимаете? Поэтому можете полмесяца чистками заниматься, полмесяца делать так. А можете любое время делать. Если вы уверены в своей силе, она у вас получится. Если не уверены, соблюдайте цикл. Вот и все. Когда все время мне пишут, мне на нервы действуют. Я объясняю 500 раз. Луна не имеет значения. Если все правильно сделать, если у тебя есть эта сила внутри, сейчас энергия, ты полна энергии, у тебя получится, даже если луна убывающая, у тебя денежный ритуал получится на все 100%. А если нет, значит соблюдай. Если у тебя не получается, если у тебя все время не получается, и ты чувствуешь, что ну вот не получается, я делаю денежный ритуал, не получается, значит соблюдай. Посмотри, как только луна начинает расти, делай денежные ритуалы и любовные ритуалы. Вот тогда оно получится. На круглую луну вообще получится. Сейчас до круглой луны доберемся, это вообще нечто. Это круглая луна, конечно, это невероятная вещь, которая... Это феномен в природе, который мы сейчас с вами обсудим. Значит, посмотрите. Когда луна растет, молодая луна считается, с ней вместе увеличивается сила человека. Начинается активный период, начинается поднятие, скажем так, начинается подъем сил, начинается вот такая бодрость. И вот как только молодая луна начинает расти, попробуйте в это время делать вот как можно больше ритуалов на удачу, потому что у вас будут расти. Как правило, многие-многие ритуалы, вообще связаны, любовные ритуалы, денежные, да, они именно если связаны с циклом Луны, растущей Луны, там сказано, как ты, Луна, растешь, круглеешь так, чтобы мои финансы, мои деньги, доходы там росли вместе с тобой. Сработает 100%. Не обязательно вот эти слова говорить. Можно в это время проводить ритуалы на удачу и на деньги. Она увеличится.
Если вы сделаете на убыльную луну, на деньги, она не уменьшится, дорогие друзья. Вы же целью ставите, чтобы увеличивалась. Вы же не говорите, что, например, подождите, про детей доберемся, а? Вы же не говорите, пускай уменьшается. Нет, вы говорите, пусть увеличивается, пусть поднимутся мои финансы и так далее. И уже не имеет значения, в какую луну вы это говорите. Просто еще раз объясняю, есть у вас сила, у вас получится при убыльной луне финансы полностью. Если нету силы, процентов на 30 только получится. А при растущей луне получится сильнее. Вот именно в этом и кроется секрет, что почему, когда делаю ритуал на удачу, получается на все 100, а когда-то делаю слабовато. Не хватило, не было у вас силы. А цикл Луны вы не учли, что сейчас Луна убыльная. Она слабая, она вам силу не дает. А на своей силе вы не смогли сделать. Ну, не хватило, уставшие, устаете вы, не хватает энергии притянуть это. Понимаете? Пойдемте дальше. Растущая Луна. При растущей Луне, как правило, например, талисманы изготавливали, какие-то печати изготавливали, какие-то грамоты удачи изготавливали, потому что растущая луна, она предполагает рост финансов, денег и так далее, и так далее. И вот в это время очень было правильно, лучше всего вот делать какие-то вот талисманы удачи и так далее. Ну, так индивидуально на людей, не так, чтобы взять и продавать всем подряд. Вот при растущей луне лучше всего начать вот оставленное дело. Вот растущая луна, она предполагает энергию, агрессивную энергию, и в это время вы можете просто добиться того, чего хотите. Если вы откладывали целый месяц, при растущей луне планы начинайте осуществлять. Далее. Значит, убыльная луна. Убыльная луна, она уносит жизненную активность. При убыльной луне очень было хорошо делать порчи. Как ты, луна, убываешь, уходишь так, чтобы у того этого ушли деньги, имущество, счастье в жизни и так далее. С убыльной луной очень-очень удобно делать порчи, очень удобно делать перекиды, но это профессионалам, естественно. Делали подклады на убыльную луну. Например, пусть убывает у тебя удача, деньги и так далее, и подкидывали человеку. Можно делать любое время, но сильнее всего сработать с убыльной луной. Луна уходит, и удача человека уйдет. Уйдет, и все, и пропадет. Иди восстанавливай теперь. С убыльной луной очень хорошо делать чистки. Луна убыльная убывает, и во время чисток убывает ваша болезнь. С убыльной луной, значит, лечили болезни. Очень было удобно. Например, вот в деревнях бабушки говорили, вот придешь такое-то время, такой-то день, или когда луна начнет убывать, тогда придешь. И люди не понимали, а почему так? Ну, а что, сейчас нельзя лечить? Можно, она говорила. Можно, но сейчас, если я вылечу, через некоторое время она обновится. Если ты хочешь, чтобы навсегда оно исчезло, приходи, значит, когда луна будет убывать. Кстати, имя Михримаха появилось во времена... Вот что такое равноденствие? Это когда Солнце и Луна находятся на одном уровне. Считается, что они встретились. Считается, что они встречаются. Некоторые говорят, что это влюбленные. Некоторые говорят, что это отец и дочь, Михар и Маха. Михар – это бог солнца или само солнце. Мгер – это армянское имя, Михар. Дорогие друзья, у нас гороскопы, которые вы только узнали и удивляетесь последние там 20-30 лет, у нас гороскопы и прочее с детства преподавали. В наших легендах есть гороскопы. Когда сказано, когда Михар находился в созвездии Великого Козерога, или Михар находился в созвездии Водолея и так далее. Это мы с детства знали, это вы сейчас узнаете, удивляетесь. На Востоке об этом говорится. Это с детства просто, это в культуру
входит, вот эти знания все о гороскопах, о созвездиях, об определенном влиянии Луны, Солнца и так далее. Так вот, когда они находятся на одном уровне, Михар и Маха, то есть Солнце и Луна, получается равноденствие. Во время равноденствия лучше всего сделать любовные ритуалы. Лучше всего сделать ритуалы, которые гармонизируют, приводят в порядок вашу жизнь. То есть ритуалы удачи, ритуалы на деньги, просить покровительства духов и так далее. Вот в это время свидание Солнца и Луны самое удачное время для того, чтобы привести в равновесие свою жизнь. Это про равноденствие. Кстати, вот в эти дни опять будет равноденствие. Так вот, опять же, Луна убывает, и в это время лучше всего лечить болезни. Заговорить болезни, убрать болезни. В это время очень хорошо можно заговорить и кожу, и очистить. Вот уйдут ваши все кожаные заболевания. Вот следите таким образом за лунным циклом. Если уж вам это очень интересно. Привет, Ран. Когда вам это, если это очень вам интересно и очень увлекательно, следите за этим циклом. Еще раз говорю, лучше всего, сильнее всего, нормально звонки. Час уже почти 11 минут первого. Пожалуйста, вот не верите мне, послушайте сами. Значит, и причем пишут: ой, я видела, у вас сейчас прямой эфир, решила вам позвонить, вот чтобы вы мне ответили. У вас прямой эфир, поэтому я вижу, что вы есть вот сейчас. Я хочу вот прямо сейчас хотела вас спросить. Нормально. Прекрасная логика. Смотрите, дорогие друзья. Итак, сильнее всего, я не говорю, что если вы сделаете другое время, не сработает. Сработают, но сильнее всего, значит, чистки работает, когда Луна убыльная, сильнее всего работает, она уходит вместе с Луной, да, убывает. Сильнее всего любовные и денежные ритуалы работают, когда Луна растет. Это вам достаточно знать. Если у вас нету чего? Супер, да? Сейчас, секунду, отвечу. Вот, пускай теперь читает и радуется жизни. Какой город, спрашивает у меня. На разборки хотят приехать. Эх, Казахстан, Казахстан, как я тебя люблю. Дайте я сейчас принесу, поставлю этот на зарядку 5 секунд, потому что у меня быстро заканчивается зарядка, когда особенно я много рассказываю, на взводе вся. Вот, да. Секунду. Так. Значит, ублюдки будут звонить тебе час ночи, да? Если ты говоришь, что это вообще ненормально звонить, в прямом эфире человек сидит, слышит о том, что я сказала. Так, секунду. Да уж точно. Значит, я при вас сказала, что прямой эфир, говорю, и звонят самые интересные, да, и знают, что я в прямом эфире сижу. И человек мне еще угрозы пишет, не имея совести. Мол, что ты про меня в прямом эфире это говоришь? Вы можете представить, это что за живность ходит у нас на Земле, на планете Земля. Потом у них жизнь исковеркается, да, и потом будут думать, а с чего у нас такая хреновая, что случилось, что мы не то сделали? Ну вот, вспомните, на кого ты пасть открыла, и сразу поймешь, почему ты подыхаешь
от неизлечимой болезни. Да нет мозгов, Елена, мозгов там не существует. Были бы мозги, они бы этого не делали. Да они так коверкаются, господи. Как сказала старая ведьма, да, меня ваши бесы, то есть вас мои бесы отымеют. Мне некогда вами заниматься всеми. Но бесы мои вас того. Так вот, дальше пошли. Да никак не выживают. Любой, кто слово говорит ведьме вообще незаслуженно, тем более ведьмы, они вообще такие люди разумные. Они никогда в жизни просто так ничего не сделают, просто так ни на кого не нападут, просто так никому ничего плохого не сделают. У них просто нет на это времени и желания тратить свою силу. Но любой, кто это скажет, любой, кто это скажет, да, незаслуженно. Потом сколько было, Ян, подтверди, сколько потом пишут, Яне, извиняются, просят прощения, мы не хотели, извините, пожалуйста, извините, поздно извиняться. Надо за своей пастью просто следить. Да это не факт, что это казахи, кто сказал? Это не факт. Там могут и русские написать, там могут и армяне написать. Кто сказал, что именно казахи? Нет. Это могут быть кто угодно из Казахстана. Акцент не делайте. Это не только они так могут себя вести. Просто очень часто хамство с Казахстана. Вот, к сожалению, не знаю почему, не знаю, как это объяснить. И очень многие, которые воруют мои фотографии, тоже с Казахстана. Вот Казахстан и Украина больше всего. Вот одних слышим и грубость, и видим гадость, и видим воровство моих работ. Почему-то вот там. Может, потому что у них спецслужбы херово работают, и они просто знают, что, знаете, до них пока доберешься, никому ничего не надо, поэтому им так кажется. Но я хочу их порадовать. Мои бесы добираются за пару секунд, знаете ли, как говорится, со скоростью света. И бьют по роже с ноги. Ну, может быть, может. Забудем все, пройдем вперед. Она того не стоит, эта живность. Да, Цыганова не снилось такое. Так, дорогие друзья. Значит, дальше. 3 фазы Луны рассматриваем с вами, да, молодая, то есть убыльная, растущая и полнолуние. Полнолуние – это особый, значит, особая тема. Во-первых, хочу вам сказать, дорогие друзья, есть 3 фазы Луны, полнолуния именно. 3 фазы полнолуния, 3 типа полнолуния. Обращайте на это внимание. Первое – Геката. Луна Геката – это когда очень большая луна, очень большая белая луна просто. Вот просто видите, вот огромная луна восходит, и прямо страшно просто. Значит, это Геката. Это время властвования Гекаты. В это время что происходит? Поскольку люди чувствительные, очень чувствительные к Луне, дорогие друзья, поскольку вода подчиняется лунным фазам, вот вода, обратите внимание, да, в океанах, в морях, в озерах вода, вот эти все движения воды создает Луна со своим магнетизмом. А из чего состоит человек, люди добрые? 80% человек состоит из воды. Теперь поняли, почему полнолуние очень сильно влияет на психически больных людей, на людей, которые работают интеллектуально, на людей, которые работают в магии, и на людей, у которых есть вот это вот медицинский диагноз Вейервольф. То есть, скажите мне, оборотень. Вот
почему на человека так сильно влияет Луна? Потому что Луна влияет на воду. Когда полнолуние, полная Луна, круглая Луна, значит, сильнее всего в человеке пробуждаются эти процессы, поскольку человек состоит 80% из воды. Так вот, три самые активные, агрессивные типа полнолуния. Говорю вам. Геката. Не всегда это восходит. Обычно Луна просто круглая Луна, и все, вдалеке она видна. Вот круглая Луна и круглая Луна, все. Она влияет, да, она влияет на человека в любом случае и так далее. Но сильнее всего, когда начинаются головные боли невыносимые, когда очень сильно агрессивные полнолуния, это обязательно три фазы Луны. Вот недавно у нас прошла фаза Луны, но она не Геката. Теперь смотрите, что такое Геката. Полнолуние Геката. Это когда Луна белая и огромная. Вот огромная Луна, очень близкая к Земле, аж страх начинается. Вот обычно, когда дорога едешь, там прямая дорога, скажем, вот степь, и выходит огромная Луна. Это дни Гекаты. В дни Гекаты чаще всего просыпаются лунатики внутри человека. В дни Гекаты больше всего аварий, больше всего конфликтов, ссоры, мордобоя, там, в общем, преступлений, убийства и так далее. Больше всего смертей приходит именно в дни Гекаты, когда Луна белая, огромная, очень близкая к Земле. Дальше. Кровавая Лилит. Кровавая Лилит – это когда либо она, знаете, такой полумесяц красный, видели? Красный полумесяц, прям как, знаете, некоторые говорят, как турецкий ятаган. Вот в 2015 году перед этим началом геноцида армян на небе появлялась вот такая круглая луна, не круглая, а полумесяц луны. И говорили, это турецкий ятаган, это меч, вся в крови, будет что-то страшное. Такая луна появлялась в 1941 году, дорогие друзья, перед началом войны. Люди увидели эту кровавую луну. Вообще перед войной было очень много примет, и я как-нибудь об этом сниму. Люди видели абсолютно голую, очень красивую женщину, которая просила есть. Дети побежали, сказали деду. Дед перекрестился, побледнел и сказал, будет война, голод, страх, ужас. Это была сама война. Люди видели очень много примет всяких разных. Так вот, дорогие друзья, кровавый полумесяц и круглая красная луна – это дни кровавой Лилит. В эти дни ужасающие головные боли у людей прямо помирают. В эти дни больше всего разводов, в эти дни больше всего насилия. Но в эти дни сексуальность у людей увеличивается. Не зря поэты воспевают Луну. Луна очень сильно влияет на человеческую сексуальность, на его гормоны. Именно поэтому и говорят, что то есть ночь влюбленных это полная луна, да, всегда изображается полная луна, влюбленные, особенно в арабской поэзии. Почему так происходит? Потому что луна, вот эта кровавая Лилит, она усиливает просто, да, жутко усиливает сексуальность, вот эти гормоны. Поднимает голову вот это вот ощущение, то есть сексуальное влечение, гормоны очень сильные. Но в то же самое время у многих женщин совпадает месячное именно с циклом кровавой Лилит. То есть совпадает именно с полнолунием вот эти вот, это состояние. Но перед этим состоянием, дорогие друзья, перед менструацией у женщин появляется более всего желание. Сильнее всего влечение, желание появляется перед менструацией.
потому что она очень сильно активизирует и чувствительность становится настолько сильной, что у них это активизируется. В дни кровавой луны, кровавой Лилит, да, больше всего опаснее всего для лунатиков. Если у вас есть такая беда, или у вас дома кто-то вот страдает этим, лунные циклы очень сильно влияют. Положите что-нибудь холодное, я не знаю, намочите тряпку и положите прямо возле кровати. Как только встанете на эту вот тряпку холодную, мокрую, вы проснетесь. Потому что люди иногда выходят из дома, люди выпрыгивают с балкона, люди открывают окна. У одной женщины, которая постоянно звонила в полицию, говорила о том, что ночью ее пытались убить, ограбить, весь дом перевернут, но ее не тронули. В общем, люди приходили и не могли понять, не могли, не понимали, что происходит. Да, дом перевернут, все перевернуто, но кто это делает? Ведь если вор зашел, он должен забрать. И поставили ночью камеру. И вот показала ночью, целый месяц было спокойно, никого не было. А потом, когда вот лунный цикл начался, она ночью встала, начала переворачивать все, начала все кидать, раскидывать, а потом легла спать под утро. И вот когда они увидели, они пришли в ужас, что человек может это натворить. Моя тетя этим страдает, но иногда у нее увеличивается, уменьшается, но в молодости она этим страдала. Она вытащила разбитое стекло. Причем самое интересное, что эти люди, понимаете, как не способны ни ранить друг друга, ничего. Они могут просто ножом взять, раскромсать себе руку. И при этом, скажем так, да, при этом могут себе никак не навредить, кровь не пойдет. У меня сестра так ночью просыпалась, говорила, где мои очки, где мои очки. Посреди ночи такие безумные, жуткие глаза на меня. И так сильно меня ударило, что утром прям все лицо было в синяках. И я ее просто пожалела, потому что я поняла, что она не соображает, но утром показала, она говорит, такого быть не может. Люди выходят на улицу, просыпаются посреди улицы. Тетка моя так проснулась посреди улицы, увидела себя в одной ночнушке, что стоит возле прямо своих подъезда. Хорошо, что она просто недалеко ушла и быстро вернулась, испугавшись, и закрылась. Так вот, ночью она разбудила своих дочерей с ножом в руках и сказала: вот видите, вот кого я убила, написала их имена. Я вас тоже зарежу и напишу здесь ваши имена. Они от ужаса закрылись в ванной до утра. Утром она проснулась, начали на нее орать. Мол, ты что делаешь? Иди к врачу, иначе мы с тобой жить не будем. Вот ей дали некоторые таблетки, некоторое время она успокоилась. Человек способен это сделать. Он может ночью проснуться, задушить своего ребенка и не помнить этого. Поэтому, если у вас есть лунатизм, дорогие друзья, будьте осторожны. И попросите людей что-нибудь такое сделать. Да. Показывали в моем детстве, лично помню, когда некоторые люди говорили, что ночью он вышел и начал лезть по стене вверх. И люди снизу сидели, смотрели на это и боялись пикнуть, потому что если они крикнут, он проснется и просто упадет вниз. А поскольку он не понимает ничего, он так полез туда-сюда, потом залез в дом и закрылся. Вот они утром пошли и объяснили ему, что происходит. Даже снимали это, по-моему. Так что, дорогие друзья, о чем я хочу вам сказать? Нельзя недооценивать Луну. Это очень сильный феномен. Я вам сказала, что делать при лунатизме. Не надо изобретать велосипед. Надо просто мокрую тряпку положить, прям очень хорошо намоченную мокрую тряпку возле кровати. Пока луна круглая, это активизируется. Потом она спадает. Потом можно спокойно жить. Как только человек встает и наступает на мокрое, на холодное, он сразу просыпается. Все.
И ночью у него уже ничего такого не будет. Это единственный способ с этим справиться. Вы ничего не сделаете. Со временем, с возрастом Луна начинает меньше влиять на мозг. И как бы это все меньше. Это больше всего идет с 8 до 28, до 35, вот эти годы. У кого как. А потом все. Да, а потом все, это все начинает проходить. То есть это уже не так сильно влияет. Ничего делать не надо. Но есть другая опасность. Есть люди, вейрволф, то есть это оборотни. Люди, у которых в лунный цикл просыпается жуткая агрессия. Если это люди психически больные, нужно знать и давать определенные таблетки. Люди, у которых есть отклонения, люди, которые агрессивны, которые прошли войну, которые пьющие, у них с новолунием начинается жуткая агрессия. Они могут все перевернуть дома, потом умоляют, просят прощения, но у них внутри просыпается ужасная агрессия, с которой они справиться не могут. Оно само их ведет куда-то. Значит, это у нас Геката. Ой, кровавая Лилит. Когда начинаются циклы Геката, кровавая Лилит и еще третий цикл, скажу. 2-3 раза в год. Они не такие частые, как вам может показаться. По-разному. Каждый год имеет свои особенности. Нет точной цифры, например, что вот в этом году только 1 раз будет, или 2 раза, или 3 раза. Ну, от 2 до 4 раз в разные годы. Высокосный год их чаще. Итак, запомните. Первое. Геката. Второе. Кровавая Лилит. В это время лучше всего делается порчи. Когда делается порчи, у меня спрашивают. Порчи в любое время делается. Если круглая луна, можно сделать порчу агрессивную очень на погибель. Если убыльная луна, делать порчу, чтобы вся удача ушла у человека. Если нарастающий, чтобы его болезни и неудачи наросли. Так что это уже дело каждого практика. И третий тип – это черная лилит. Черная лилит – это когда луна такого темно-серого цвета, не яркая, темноватый вот такой цвет. И у нее обязательно вокруг черный ободок. Сейчас я вам попытаюсь в интернете найти луна черная лилит, если есть. Сейчас я вам найду. Секунду. Да что такое, а? Пишет всякую хрень. Давайте попытаюсь найти сейчас вам и показать черную лилит. Ну, где ты есть-то? Видимо, для интернета немножко такое. Так. Во-первых, вот она, кровавая лилит. Вот она, красная луна. Вот, это первое. К сожалению, черный лилит не могу найти. Чтобы вам наглядно показать. Подождите секунду. Что такое? Опять со своими этими приворотами тут лезут. Привороты, блин, безопасные. Угу. Короче говоря, нет, в интернете нету, к сожалению. Но в дни черный лилит вы можете увидеть
как луна сверху с черным ободком, дорогие друзья. Прям вот вокруг луны такой черный ободок. Это черная Лилит. Ну вот здесь примерно вот приближенно сделана луна, сероватая луна, и вокруг вот этот ободок. Что происходит во время черной Лилит? Во время черной Лилит особенно сильные демоны и особенно сильные силы тьмы. В это время, если человек хочет попросить их покровительства, лучше всего проводить вот эти ритуалы. Или попросить, или оставить, или поставить, например, подношение Луне, подношение этим силам, и тогда эти силы будут вас оберегать до следующей черной лили, то есть с ними подружиться. Такое время лучше всего попросить, скажем, погибели своих врагов, которые вам не дают житья, потому что в это время демоны особенно сильны, особенно демоны именно вот этих темных сфер, как я уже говорила. Страшнее и опаснее всего кровавая Лилит. Черная Лилит, дорогие друзья, она не настолько опасна. Она не создает катастрофы, она не создает убийства, она не создает какие-то страшные вещи. Просто темные силы, темная сфера, темный хаос больше, более активный. Дни черной Лилит, дьяволическое древо, выходит наружу. То есть это их время. Это время династии демонов. Это их день. Всего лишь 3-4 дня это длится. Но в это время, скажем так, лучше всего попросить деньги, покровительство, помощь, защиту. И она будет сильнее всего. Как понять дни черной Лилит? Вы сами определите и увидите. Вот еще раз говорю, когда луна особенно огромная, большая, белая, такая светлая, очень яркая, это Геката. В дни Гекаты усиливается головная боль. Знаете, как внутри человека вся сила собирается, вся энергия выплескивается ему куда-то нужно, ему некуда выплескиваться, она выплеснется либо в агрессию, либо в злобу, либо в какие-то действия в магии, если человек в магии, либо если человек поэт, у него бессонница, он до утра пишет, если человек композитор, лучшие произведения были созданы во времена Луны Геката. Например, вот произведение Бетховена к Элизе, да, или «Лунная соната». Почему «Лунная соната» называется? Потому что он написал эту лунную сонату в одну ночь, когда не мог спать из-за полнолуния, круглой луны. Она дает больше выплеск энергии, она дает больше идей, она дает очень много чего. Вот именно луна Геката, вот эта яркая, яркая, белая, огромная луна. Когда луна кровавая, либо полумесяц кровавый, либо круглая луна, это луна черной Лилит. То есть она в это время агрессивна. Лилит выходит на охоту. У нее несколько ипостасей. Демоническая, божественная. В это время у нее демоническая ипостась, но самая злая, злой период ее правления. В это время начинает усиливаться лунатизм. В это время много агрессии, много убийств. В это время начинаются войны. В это время могут быть катастрофы, цунами, что угодно. Это кровавая Лилит. Когда луна красная, или полумесяц красный, или она сама красная. В это время будьте осторожны. Путешествие в такую луну не очень хорошо закончится. Больше всего детей пропадает в это время. Больше всего агрессивные люди с психическими заболеваниями, обострение начинается. Начинается обострение у людей, у которых есть внутренний вот это вот оборотень. То есть они могут забыться. Вот, ну, вот самые такие катастрофы, катаклизмы приходят в эту кровавую луну. Но она не так часто. Она может раз в году быть, а есть годы, в которых ее нету. И третье. Черная Лилит. Когда луна с черным ободком.
Тогда не ждите катастроф, убийств, там, страшных каких-то моментов, агрессии, неудач. Нет. Просто, скажем так, в это время Луна особенно сильна. Ее темная сторона особенно сильна. И в это время 3-4 дня по Земле ходят самые сильные демоны, темные демоны. Идут они не вредить людям, дорогие друзья. Они идут услышать и помочь тем, которые к ним обращаются. И вот когда Луна с темным ободком, такая серенькая Луна, вот серая, и вот темный ободок, оно настолько хорошо видно, что вы ни с чем не попутаете. Она просто вот темный ободок. Это черная лилит. И вот в черную лилит лучше всего попросить покровительство, деньги, помощь, жизнь своих врагов. Они услышат и помогут. Увидите черную лилит, ставьте какие-нибудь подношения силам. В это время активизируются стуки дома, активизируется домовой, активизируются какие-то шорохи. В это время можете получить подарки, хочу вам сказать. В это время могут люди получить повышение. В это время могут получить они... Да любой можете провести, Наталья. Любой ритуал, например, то же самое огненная стена на черную лилит, она сработает отлично. На кровавую лилит тоже сработает, там больше агрессии. Но черная лилит, она именно покровительствует людям, которые как бы благосклонны к темным силам, к любым силам. В общем, я вам уже сказала, нету в природе белой силы, светлой. Есть темная, есть злая сила, две силы. Еще раз повторюсь. Три типа полнолуния. Это Геката, белая луна. Это полумесяц и круглая луна, красная, это кровавая лилит, опасные дни. И черная лилит, когда ободок над луной, луна такая серенькая, темноватая, не яркая, и вокруг ободок. Это время черных сил, где, когда можно попросить у них помощь, повышение, я не знаю, как там еще, покровительство, деньги и так далее, и так далее. Каких-то демонов не существует, демоны одни, демоны и демоны. И далее, как Луна, значит, давайте сейчас не будете писать глупости. Значит, как Луна влияет на работу вообще в магии, в жизни, в любое время. Когда Луна убыльная, меньше начинается энергии, меньше сил, но в то же самое время для колдунов, для ведьм удобнее всего проводить ритуалы чисток и убирания болезней, точно так же, как и людям. Если луна нарастающая, можно проводить в это время больше всего ритуалы на удачу, на деньги, на любовь. Она нарастает, вместе с ним и удача. Если луна круглая, проводить ритуалы власти, ритуалы тоже денежные, удачи и, скажем так, повышение в жизни, да, усиление в жизни, принятие жизненной энергии. Влияет ли Луна на ваши работы? Если у вас своей энергии не хватает, то влияет. Вот если вашей энергии не хватает, то лучше выбрать, если вы хотите очиститься от болезней или от неудач, выбрать убыльную Луну. Луна убывает, уменьшается, и все, что у вас плохое, тоже уходит. Если совпадет со временем убыльной Луны, она лучше получится. Если не хватает энергии для того, чтобы подняться по, скажем так, карьерной лестнице, попросить денег или любви, значит, делайте на нарастающее. Луна будет расти, и то, что вы попросили, тоже будет усиливаться, увеличиваться. Собственно говоря, вот только так она влияет на нашу с вами жизнь, на просьбу в магии, да, на заговоры, ритуалы. Хватает силы, делайте, получится. Не хватает силы, значит, соответствуйте лунному циклу. Все. Надеюсь, я раз и навсегда все-таки ответила на ваш вопрос о Луне. Что она из себя представляет, какая она, чего она и так далее, и так далее. И больше очень надеюсь, что вопросов не будет.
Когда тот канал откроют и уже будет спокойнее там проводить время и работы, я попрошу Яну там все это разместить, в том числе вот эти все наши прямые эфиры, чтобы там тоже было видно народу, одним словом. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Ой. Фух. Откройте, посмотрите, да. И в моих лекциях есть просто ответ на все вопросы. Всем, пожалуйста. И уже как бы умный человек с первого раза понимает. Ну, как сказал царь Соломон, если разумный понял одно слово, дурак и 100 палок не поймет, понимаете? Поэтому тут даже если я объяснила, разжевала, все равно найдется кто-нибудь, который скажет, а что там с Луной, а как там Луна, ничего, вот если вот я на эту Луну проведу, ничего плохого не будет. Как всегда. Всем удачи!